Всем привет! С вами Светлана Сапегина и канал Супер Бисер. В этом видео я расскажу о том, как я получила грин-карту США благодаря бисеру, бисерной флористике и своему творчеству. Если у вас есть любимое хобби и вы мечтаете о переезде в США, то это видео точно для вас. Продолжайте смотреть до самого конца. Насколько я себя помню, мне всегда хотелось побывать в США. После поездки в Америку в 2011 и 2012 годах мне захотелось переехать, и я стала искать пути и возможности эмиграции. В итоге я нашла для себя идеальный вариант. Мало кому известно, но существует очень хороший способ эмиграции в США благодаря своим достижениям в любой области. Это постоянный вид на жительство для людей с экстраординарными способностями, EB-1 Green Card, или временная творческая виза O1 Extraordinary Ability Visa. На первый взгляд этот способ кажется нереальным и подходящим только для нобелевских лауреатов и олимпийских чемпионов. Но как оказалось на деле и из моего личного опыта, этот способ подходит даже для простых рукодельниц. Простым, конечно же, в кавычках, так как на самом деле нужно доказать, что вы совсем не простая и подходите под определенные критерии. Этих критериев 10, и если вы удовлетворяете хотя бы 3 из них, то вы уже можете претендовать на грин-карту США как экстраординарный специалист. Итак, приготовьте пальцы и давайте проверим, подходите ли вы для этой визы. Критерий номер 1. Награды и дипломы. Если вы художник, спортсмен или ученый, то наверняка регулярно принимаете участие в различных соревнованиях и конкурсах. Я обладатель 17 международных и национальных наград в сфере декоративно-прикладного искусства, включая диплом лауреата и несколько дипломов за призовые места. Лент-финалиста от самого престижного международного конкурса Bead Dreams, проходящего в рамках крупнейшего ежегодного бисерного события Bead and Button Show, а также благодарственное письмо от личного секретаря принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Поэтому с первым критерием, я думаю, у меня проблем не было. Критерий номер 2. Членство в ассоциациях. С этим критерием у меня было не все так успешно. На тот момент я состояла, может быть, в 3 организациях. Арт-реестр, там, где у меня зарегистрированы права на мои работы. Уральская художественная гильдия и... еще я была членом закрытой группы на Facebook French Beaded Flowers. Может быть, это не очень такая важная группа, там 3000 членов в этом сообществе, но все равно лучше добавлять все по максимуму. Сейчас, кстати, я еще являюсь членом UMBC, это Upper Midwest Bead Society, бисерное сообщество здесь, в Миннесоте. Это, естественно, не вошло в мой кейс. Лучше всего, конечно, иметь членство в самых крупных, официальных и представительных организациях, типа Союз художников или других государственных, коммерческих и некоммерческих организациях. Критерий номер 3. Публикации о заявителе. С этим критерием у меня тоже все хорошо, я чувствовала себя достаточно уверенно, так как у меня более 70 статей в книгах, журналах, газетах обо мне и моем творчестве, а также более 40 видеосюжетов с разных телеканалов. Но на самом деле так много совсем не обязательно, как мне говорила адвокат, что вполне достаточно какой-нибудь одной международной статьи. Критерий номер 4. Участие в качестве судьи работы других в этой же или смежной сфере. Этот критерий, мне кажется, мы вообще не подавали, потому что у меня особо не было никаких таких случаев, если только не считать каких-то мелких таких локальных конкурсов по работе с детьми или что-то такое. В общем, я его пропускаю. Критерий номер 5. Значительный научный, художественный, спортивный или профессиональный вклад в свою область. Скорее всего, этим критерием занималась адвокат, потому что тут можно говорить вообще много о чем. И самое главное, что некоторые критерии, они
перемежаются. Допустим, в этот же критерий можно отнести и написание книг, как бы это достаточно значительный вклад в область книги, которые продаются по всей стране, и не только стране, там, и за рубежом, еще что-то, в общем, я даже не помню. Я просто давала всю информацию, какая у меня есть, а уже по критериям, я думаю, распределяли профессионалы. Еще в 2017 году я была номинирована на премию губернатора Свердловской области за выдающийся вклад в сфере искусства. Но это не было включено в мой кейс, потому что кейс был подан раньше, так что это никак не сказалось. Критерий номер 6. Публикации в качестве автора. У меня есть 2 книги из серии «Бисерная флористика», которые были опубликованы московским издательством, и более дюжины различных статей в книгах, журналах, таких как «Наука и жизнь», «Формула рукоделия», «Bid and Button Show», просто моих статей, либо мастер-классов. И также у меня огромное множество различных видео мастер-классов на YouTube. Это тоже может считаться публикациями. И этот критерий номер 6, он отличный от критерия номер 3, хотя и там публикации, но в 3-м критерии, как вы помните, были публикации о вас, как об авторе, художнике, а здесь уже публикации ваши, как автора или там как ученого, на любую тему, там, научные публикации, ваши труды какие-то, мастер-классы и так далее. Критерий номер 7. Экспонирование работ на художественных выставках, показах. За 10-летний период на моем счету образовалось порядка 65 различных художественных выставок, шоу, показов, конкурсов, местных и международных, в том числе из них 14 персональных выставок. И мой совет начинающим художникам: собирайте и храните каждое благодарственное письмо с таких выставок. Как в самом начале еще мама моего мужа говорила: ну и что, получила ты благодарственное письмо, лучше бы деньги заплатили. Но вот теперь я могу сказать, зачем нужны благодарственные письма. Кто знает, когда и зачем они вам могут понадобиться. Вы, главное, собирайте. Критерий номер 8. Доказательство, что заявитель выполнял ведущую или критическую роль в организациях или учреждениях с выдающейся репутацией. По этому критерию как-то мне тоже рассказать было особо не о чем. Я не знаю, если только там адвокаты, как они всегда стараются по максимуму все критерии заполнить. Но, кстати, тут совсем недавно, буквально вчера, я узнала, что я, оказывается, теперь амбассадор компании Preziosa Arnella. У меня муж просто случайно ходил по их сайту, смотрел какую-то информацию, и раз зашел на эту страницу, где перечислены все их послы, амбассадоры, как бы представители, творческие люди, которые с ними сотрудничают. И смотрит, там моя фотография. Вот. И про меня есть информация. Я сотрудничала с компанией Preziosa Arnella. Я делала для них мастер-класс из чешского бисера, и он опубликован у них на сайте. Ссылку могу дать в описании к этому видео. Брошь «Супер бисер». Вот, такая цветная радужная брошь. А компания Preziosa Arnella, кто не знает, это самый крупный производитель чешского бисера и рубки, и бусин, и вообще стекла в Чехии. Критерий номер 9. Высокая заработная плата или другие значительные вознаграждения. Здесь уже предоставлялась вся информация о стоимости моих изделий, моих книг. И вот адвокаты даже нашли на сайте Amazon, по-моему, что моя книга там продавалась что-то за 55 или 65, или даже еще больше долларов. Я что-то не знаю, почему так дорого, может, с отправкой. Это очень хорошо, когда ваши изделия покупают не по рыночной цене, а по цене выше рыночной. Это означает, что у вас есть спрос на эти изделия, и как бы они выше уровнем, чем вот эти вот все средние цены, которые там обычно можно видеть. Вот. И для этого, конечно, желательно предоставить тоже документы, допустим, о том, что вы продали такое-то изделие вот по такой-то именно цене, а смотрите, рыночная цена гораздо ниже. Вот. И у меня несколько таких договоров купли-продажи с музеями.
Критерий номер 10. Коммерческий успех в исполнительском искусстве от продажи видео и аудиозаписей, различных кассет, компактных дисков и так далее. К сожалению, мое участие в выставках не несло какой-то коммерческой выгоды и держалось лишь на моем и на энтузиазме моего мужа, потому что это он меня везде возил с моими изделиями, все это организовывал туда-сюда, загружал, выгружал. И также мне хотелось просто популяризировать этот вид искусства, бисерную флористику, и что я считаю, мне очень удалось. И всего было лишь пару выставок, на которых мне перепал небольшой процентик от продажи билетов, ну и также там продалось несколько изделий, вот и все. Но обычно я свои изделия на выставках не продавала, потому что мне не хотелось растерять вот эту вот огромную коллекцию, как бы делать ее, плести это все очень долго, а продать очень быстро. Вот и все 10 критериев. Если у вас наберется хотя бы 3, то вы уже можете считаться экстраординарным специалистом и можете иметь вероятность получить грин-карту США. На такую грин-карту можно попытаться подавать самостоятельно, и всю информацию можно найти на сайте посольства США или USCIS. Попытаюсь найти и оставить ссылку внизу, если нужно, в описании к видео. Но я не рискнула делать это самостоятельно, и я работала с адвокатом, поэтому я знаю еще 3 дополнительных секретных критерия, которые я вам сейчас могу зачитать. Так, вот дополнительные критерии. 11-й критерий. Уровень экспертизы, показывающий, что заявитель входит в малый процент, который достиг вершины в своей сфере деятельности. Критерий номер 12. Доказательство, что претендент достиг национальное и международное признание. И критерий номер 13. Доказательство, что заявитель принесет значительную пользу США. Но я этими критериями уже не занималась. Ими занимались адвокат и ее помощники. Ну и еще небольшое дополнение. Предоставить всю информацию нужно не только о себе, но и обо всех учреждениях, с которыми вы сотрудничали, их уставы, рейтинги, так как репутация и значимость этих учреждений очень сильно влияет на вашу собственную репутацию как художника, ученого и так далее, спортсмена. Поэтому да, главная идея все-таки, чтобы это были не только местного какого-то маленького уровня учреждения, музеи, например, издательства, с которыми вы сотрудничаете как автор, но желательно, чтобы это были и международного, известного уровня и так далее. Если вам интересно узнать, сколько критериев я в итоге набрала, то мне самой тоже это было бы очень интересно узнать, но, слава богу, я этого не знаю, потому что узнать об этом можно только в одном случае, если у вас был request for evidence, то есть запрос на дополнительные доказательства. То есть когда они посчитали, что вы не набрали достаточно, не набрали 3, и нужно бы еще доказать вот здесь немножечко, тут подтвердить, присылают, допустим, такой запрос, тогда вам уже понятно, сколько вы удовлетворили, сколько нет, что еще нужно дополнительно предоставить. Вот, поэтому я рада, что я этого не знаю, потому что мне одобрение пришло с первого раза. Но, как говорила моя адвокат, что они предоставляли просто по всем пунктам. То есть какие-то могли пройти, какие-то могли не пройти. И вот я также разговаривала с ее помощником. Он говорил, что по крайней мере 6 точно будет. И чуть не забыла. Помимо критериев нужно еще предоставить рекомендательные письма от лучших специалистов в этой же области. Я собрала 11 рекомендательных писем от музеев, издательств, организаций, с которыми сотрудничала, и иностранных коллег. Но в итоге была подана только одна рекомендация, так как мой кейс получился настолько внушительным, толстым и тяжелым, как мне сказали, 15 килограмм, что его пришлось сильно сокращать. В заключение хочу добавить, что любое хобби можно превратить в нечто экстраординарное. Все зависит лишь от того, насколько вы серьезно относитесь к своему делу и насколько вы им вдохновлены. Если у вас остались вопросы или есть своя история, пишите в комментариях. Если информация из этого видео была конкретно вам очень полезна, то
ставьте палец вверх. Ну и все. Всем удачи. Пока-пока.